Всем привет! Сегодня приготовим пирожное карандаш без специальной формы. Если вам интересно, смотрите дальше. Распечатала на обычной бумаге шаблон для карандаша. Потом нам понадобится вот такой картон, подложка для торта. Из этого картона нам надо вырезать шаблон. Можно вырезать целую вот эту форму, а можно делить на две части. Как бы верхняя часть — это треугольник, и нижняя часть. Я буду готовить две части. Отмечаем ровно, вырезаем. Потом на этом квадратике надо опять отмерить. Я отрезала один этот сектор и с ним буду отмерять по всему картону, чтобы было ровно и одинаково. Далее нам надо сделать надрезы. Мы не будем прорезать весь картон, нам надо надрезать только верхнюю часть. Потом, где прорезали, надо согнуть. Тоже все делаем аккуратно, не спеша. Согинается без проблем. Самое главное — отрезать ровно. Потом, чтобы эта часть держалась вместе, укрепляю скотчем. Ставлю на подложку, наливаю белый шоколад. Шоколад мы можем темперировать, тогда, конечно, он будет стабильный, твердый. Но также можно не темперировать и поставить в морозилку. Готовим вторую часть. Вторую часть я вырезаю не по отдельности каждый треугольничек, а пару миллиметров еще с нижней части, чтобы все эти треугольники держались как одно целое. Внизу еще такая полоска, чтобы оставалась. Вначале карандашом отмечаю, потом с линейкой держу, чтобы все было ровно, и вырезаю нужную форму. Вот видите, треугольнички не по отдельности, а держатся снизу все вместе. Потом нам надо соединить все уголки, чтобы получилась вот такая пирамида. Чтобы все это держалось вместе, тоже закрепляю скотчем. Приготовить такую форму несложно, недолго. Конечно, если вы не хотите заморачиваться с такой формой, угловой формой карандаша, можно сделать округленную форму. Когда застыл белый шоколад уже в первой форме, можно шоколад наливать и потом переворачивать, чтобы он вытекал по бокам и распределялся. Тогда надо очень много шоколада растапливать и темперировать. Я первый слой шоколада нанесла кисточкой, поставила в холодильник, чтобы он быстро схватился, и потом уже растопила еще шоколад и наливаю внутри, переворачиваю, распределяю. Тут мы можем первую часть шоколада темперировать, чтобы он был стабильный, крепкий. Второй раз можно не темперировать. Тогда просто слой шоколада не будет особо хрустящий.
от этой картоновой формы отходит и не темперированный шоколад. Только тогда надо поставить в морозилку и делать более толстый слой. Чтобы шоколад быстрее застыл, опять ставлю в холодильник. Подготавливаю черно-смородный мусс. Надо пробить блендером черную смородину, пропустить через сито. Подробный рецепт я оставлю под видео в описании. Замачиваем желатин в холодной воде, оставляем для набухания. Отмеряем нужное количество ягодного пюре, добавляем белый шоколад, подогреваем в микроволновке до теплого состояния. Перемешиваем, чтобы шоколад растопился. Добавляем крем-чиз. Все перемешиваем, чтобы более быстрее все перемешалось, можно перебить блендером. Отмеряем сливки для взбивания. К ягодной массе добавляем растопленный желатин и опять все перемешиваем. Взбиваем сливки до мягких пиков и вводим в ягодную массу. Все перемешиваем до однородности, и мусс готов. Мусс получается довольно кислый. Если хотите более сладкий, добавляйте какой-то подсластитель. Можно мед, можно сахарную пудру, бисквит на белом шоколаде. Он хорошо подходит к этому муссу, так как бисквит на белом шоколаде довольно сладкий. Когда шоколад в форме застыл, кладу слой мусса, слой бисквита, ягодное конфи. Потом ставила в холодильник примерно на 30 минут, чтобы мусс схватился. Достаю заготовку из картоновой формы, прорезаю там, где укрепила скотчем, и аккуратно отсоединяю. Так как картон глянцевый, он очень хорошо отсоединяется от шоколада. Потом надо приготовить верхнюю часть карандашу, чтобы была форма более ровная, подходящая для уже приготовленной заготовки. Я эту верхнюю часть кладу, вторую часть вот так. Она держит ту же форму. Наливаю немного черного шоколада, доставлю в холодильник, чтобы быстрее схватился. И потом по бокам распределяю белый шоколад. Тут удобнее промазывать кисточкой. Ставлю в холодильник, чтобы застыл, и потом можно второй слой налить, так же само, как готовили первую часть заготовки. Поставила в холодильник, шоколад быстро застыл, и извлекаю от картона. Отсоединяю картон, тоже очень хорошо отсоединяется. И вот такая заготовка получается. Я ее не наполняла, но также можно наполнить с начинкой. И в итоге вот такой большой
карандаш получается. Добавила сахарные картинки. Тут мы можем добавить картинки с разными надписями. Такой карандаш весом получается примерно полкилограмма. Все разрезается очень удобно. Вот такой красивый разрез. Конечно, чтобы мусс схватился с бисквитом, пропитался, надо дождаться второго дня. Я разрез вам показываю в тот же самый день, когда приготовила пирожное. Этот мусс для любителей кислого, нежного состава. Если вы не любите сладкие торты, сладкие пирожные, то этот мусс вам понравится. Черная смородина сама по себе очень кислая, хоть и тут дополнительно добавляется шоколад. Она все равно остается кислая. Вместо черной смородины, конечно, можно взять любую другую ягоду. Просто черная смородина очень красиво окрашивает мусс. И тут в конце я вам добавила показать еще один карандаш, который я готовила пару лет назад. Эффектный, красивый и вкусный подарок получается на 1 сентября. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!